Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах не должно быть на вашем столе. Никогда это не держите и не ставьте. И деньги будут всегда в вашем доме, и в вашей жизни, и в вашем кошельке. Давайте вместе с вами далее будем во всем этом разбираться. Вы знаете, без стола не обходится ни один дом, потому что это очень важный атрибут, за которым собирается вся семья. Для того, чтобы позавтракать, пообедать, поужинать, при этом поделиться своими впечатлениями, успехами, а порой даже и проблемами, которые тревожат, наметить планы на следующий день и на будущее в целом. А также и для того, чтобы приятно провести время, поделиться радостными новостями, обменяться воспоминаниями с близкими людьми. Стол – это символ домашнего уюта, тепла, поэтому еще с давних времен всех членов семьи учили с должным вниманием относиться к столу. Говорили о том, что его нужно содержать в чистоте, что на нем не должно быть лишних вещей. Тогда стол поспособствует тому, что дом будут наполнять энергией счастья, достатка, благополучия, а все живущие в доме будут сыты и не будут знать, что такое нищета, безденежье и какие-либо проблемы. Стол в те далекие времена считался самым важным предметом в доме. За него никогда не садили человека, которого не уважали или о котором знали, что он злой душой. Стол должен быть крепким, устойчивым, так как от этого зависит и отношения в семье. Если стол будет шататься, то отношения будут некрепкими, а если скрипеть, это притянет к главе семейства проблемы со здоровьем. Если стол развалится, то и распадется семья. Ни в коем случае не сидите на столе и не позволяйте никому этого делать, так как такое действие притянет в ваш дом злые сущности, которые разрушат его энергетику. Незамужняя девушка, которая будет сидеть на столе, обречет, к сожалению, себя на одиночество. Не стучите сами по столу рукой, кулаком и не позволяйте это делать также никому, так как такое неуважение притянет в ваш дом неприятности, перекроет энергетический канал, который подпитывает светлую энергетику жилья. Не вытирайте рукой бумажной салфеткой со стола. Это притянет к вам безденежье. Нельзя вытирать и кухонным полотенцем. Депрессия придет к самому слабому члену семьи. Также такое действие к семейной паре притянут и измены. Но если вы будете сдувать крошки со стола, то такое действие привлечет беды, хронические заболевания того, кто это сделает. Они его просто-навсего одолеют. Проявлять неуважение нельзя было ни в коем случае к столу, поэтому на столе всегда был хлеб на самой красивой тарелке, которая только была в таком доме, обязательно накрытый вышитой салфеткой или кусочком светлой льняной ткани, если таковой не было, потому что если таковой не было, как символ благополучия, достатка, изобилия и счастья в доме. Многие наши современники даже не задумываются над тем, как важно, чтобы на столе был порядок, не стремятся соблюдать простые правила, которые достались нам от наших бабушек и проверенные при этом не одним поколением. Да, нужно соблюдать их, чтобы потом не переживать, не искать выход из той или иной сложившейся ситуации, не думать, почему в доме начались недоразумения в семье, проблемы стали привычным делом, а деньги покинули его. Многие, придя домой, не задумываясь, а часто и порой просто машинально кладут на стол ключи, сумку, пакеты с продуктами питания с магазина, какие-либо вещи из одежды и многое-многое другое, не зная о том, что есть вещи, которым категорически не место на столе, чтобы не навлечь неприятности и бедность. На столе не должна находиться и пустая посуда, пустые чашки, тарелки или что-либо другое. Пустая посуда на столе притягивает энергию пустоты, которая притянет в ваш дом бедности и финансовые проблемы. После еды нельзя оставлять стол неубранным, даже если день был у вас не из легких, был тяжелым и у вас все падает из рук и вы хотите отдыхать. Или у вас были гости и вы устали. Конечно, много грязной посуды, но старайтесь убрать, даже если будете желать это через силу, потихонечку, не спеша.
Ни в коем случае не бручите в этот момент. Потратьте немножечко своего времени, но стол должен быть чистым. Если же вы хотите украсить стол, поставьте на него конфетницу, как вариант фруктовницу, но она должна быть постоянно наполненной, помните об этом. Если мы говорим о конфетнице, то обязательно конфетами. Не обязательно должны быть дорогие конфеты, но это принесет вам светлые энергии, хорошую жизнь. Фруктовница обязательно фруктами, это поможет притянуть стабильность. Можете использовать яблоки, в зимнее время апельсины. Очень хорошим решением будет, если среди яблок будут лежать несколько мандарин, апельсин. Это поможет притянуть денежную энергию в дом. А стол, соответственно, все это приумножит и распространит по нему. Желательно, чтобы на столе была красивая скатерть из натуральной ткани. Это может быть хлопок, лен, это может быть скатерть каких-то светлых тонов, чистая, наглаженная, чтобы усилить действие светлых энергий, которые излучает стол. Чтобы в доме водились деньги, благополучие наполняло его. А под скатерть стоит положить купюру любого номинала, а под нее лавровый лист, на котором должен быть нарисован символ бесконечности. А когда будете размещать, трижды проговорите такие слова. Лавр энергия сильная обладает, с помощью купюры посыл во вселенную посылает. Будут деньги в доме моем всегда, не буду их отсутствия ощущать никогда. На столе не должно быть и грязной скатерти с пятнами, с дырками, с затяжками, так как все это будет способствовать тому, что не только денежная энергия уйдет из вашего дома, потоки для ее поступления просто-навсего перекроются, но и между членами семьи, которые будут есть за таким столом, начнутся размолвки, недопонимания, а также уйдет уважение. Ключи, брошенные на стол, не имеют значения, от чего они. Закроют дверь денежным потоком, привлекут в него безденежье, пустые траты. Кроме того, они могут предвещать то, что отношения между живущими изменятся не в лучшую сторону. Но если вы собираетесь в дорогу, то бросив перед этим ключи на стол, в таком случае вы притянете к себе беду. Дорога будет полна неприятных, неожиданных сюрпризов, поэтому при возможности измените дату отъезда, чтобы не пришлось потом пожалеть. Ключи вообще нельзя класть где попало, у них должно быть свое определенное место, куда члены семьи должны взять за привычку класть их после возвращения домой. Будет хорошо, если вы приобретете ключницу, но не просто ключницу, а то ключницу, которая вам на интуитивном уровне понравится, потому что тогда при таком раскладе любой член семьи захочет именно класть в эту ключницу ключи, потому что будет приятно открывать, доставать, брать и так далее. Также не место на столе и сумке, пакету, независимо он с продуктами или он пустой, также и остальным подобным вещам. С ними вышли по улице, вы соприкасались с разными людьми. Люди могут излучать сильный негатив, а эти вещи способны подпитаться негативом. А вы, принеся все это домой, поставите на такой важный предмет, как стол. И вот такое необдуманное действие может причинить вам непоправимый вред вашим отношениям в семье, вплоть даже до развода. Придя с улицы домой, раздеваясь, многие люди имеют привычку класть головной убор на стол, мол, потом уберу. Нет, не потом, а сразу это нужно делать и класть туда, где ему отведено место в вашей квартире или в вашем доме, так как такое действие наполнит дом безденежьем, неудачами, мелкими проблемами, которые будут изматывать всю семью, наполнив отношения ссорами и дрязгами. Головной убор наделен защитными функциями, поэтому собирает на себя весь негатив, который вас окружает. Когда вы идете домой или же находитесь в многолюдных местах, возможно, вы попадали по дороге в какие-то неприятные ситуации, которые заканчивались, например, неприятным разговором, где-то перепалкой, а придя домой, вы положили его на стол, тем самым высказав неуважение к нему. А стол, впитав данный негатив, в короткий срок приумножит и распространит его по дому, чем создаст в доме неблагоприятную обстановку и тем самым ослабит его энергетику, что позволит с легкостью в дом попасть любому негативу извне. Оставлять деньги, особенно мелочь или кошелек, на столе также нельзя, так как это поспособствует финансовым проблемам, а в будущем вас могут ожидать непредвиденные спонтанные траты крупных сумм денег. А что еще хуже, вы можете и вовсе потерять все свои накопления, так как у вас что-то может не заладиться, например, собственное дело, что приведет к убыткам вместо прибыли.
Не должно быть в вашем доме ржавых поломанных ножей, так как они будут разрушать энергетику вашего жилья. С ножами вообще нужно быть очень аккуратными, так как они способны на многое влиять. Если оставлять нож на столе на ночь, то он, как магнит, будет притягивать к себе негатив, а затем поделится ним с живущими в данном доме. А также он способен притягивать и темные силы, сущности, которые будут получать энергетическую подпитку от ножа. Если он будет грязным, сущность будет сильной, оставшись надолго в доме, и она будет оказывать влияние на ваш сон, на психику, на эмоциональное состояние домочадцев, нарушая покой и их быт. Такое действие будет злить и помощника вашего дома. Домовой может уйти, а вы останетесь без сильной энергетической защиты. Этими же свойствами обладают ножи, которые имеют надломанные или выщербные лезвия. Их не нужно стараться привести в порядок, от них нужно просто сразу же избавиться, купив в этот же день новые. На ножах не стоит экономить, помните об этом. Основное применение ножа – это резать продукты. Находясь на столе, он будет разрезать энергетику дома, что за короткий промежуток времени приведет к напряженным отношениям среди живущих в нем. И к ссорам может привести к каким-то недопониманиям. Вилки также не должны быть на столе, они должны находиться в местах хранения таких предметов, так как вилки способны поспособствовать тому, что членам семьи будут сниться кошмары. Если такой предмет случайно будет оставлен на столе с остатками еды в придачу еще, то сможет притянуть в дом злые сущности. Они придут полакомиться и так и останутся в данном доме, а стол придаст им силы, так как вы знаете, что он способен приумножать все, что его окружает. Поэтому не оставляйте их на столе, вовремя мойте. Несколько лишних минут времени помогут не навредить ни себе, ни своему дому. Не должно на вашем столе быть и увядших вазонов, растений, так как все это способно притянуть в ваш дом потоки негативных энергий. Возможно, растение завяло из-за того, что приняло на себя весь негатив, который предназначался вам. На энергетическом уровне это убережет вас от проблем, поэтому сразу же замените на новый цветущий. Это не только наполнит ваш дом светлыми энергиями, но и убережет от различного рода проблем. Если вы надумали поставить вазу для цветов, то цветы должны быть обязательно свежими, ни в коем случае не засохшими, а вода должна быть чистой. Воду старайтесь менять каждый день, так как застоявшаяся вода способна притягивать разрушительный негатив и тем самым нарушать энергетику вашего жилья, заменяя светлую ненужной. Ваза с цветами на столе – это очень хороший знак. Она притянет в дом деньги, радость и благополучие. Если вам подарили букет цветов, он радует ваш глаз, но цветы стали ни с того ни с сего подсыхать, сразу же убирайте их со стола, а также из вашего дома, потому что подвявшие цветы способны притягивать в дом не очень хорошую, неблагоприятную энергию. Не стоит их и засушивать, продолжать держать в вазе. Их живая энергия исчезла, а на смену пришла мертвая, ничего с собой хорошего не сулящая. Если хотите наполнить ее сухоцветами, то к этому тоже отнеситесь с осторожностью, так как букет из сухоцветов не обладает такой сильной энергетикой, как живые цветы. Для положительных букетов хорошо подойдут колоски овса, пшеницы, подсолнух, мята, календула, лаванда, полынь, овес. Они будут помогать укреплять энергетику жилья и очищать ее от негатива, притягивая потоки мощных энергий. Если вы, не задумываясь о последствиях, оставляете свою расческу на столе, то знайте, что такое действие притянет к вам неприятные разговоры о вас. Это произойдет в самый неожиданный для вас момент. Так вы попадете в какую-то неприятную ситуацию, связанную со сплетнями. От вас может уйти даже ваш любимый человек, поверив в то, что о вас говорят. В семье могут надолго испортиться и отношения, пока не выяснится, что к чему. На работе из-за такой ситуации может потерять уважение и коллеги, и даже руководитель. А это уже скажется негативно на вашей работе в общем. Возможно, вам с нее даже придется со временем уйти.
Не стоит класть на стол и носовой платок, так как он способен притягивать не только плохие энергии, но слезы и грусть. А в данном случае, попав к вам на стол, он всем этим наполнит ваш дом. В нем может произойти беда. Кто-то из членов семьи может попасть в какую-то страшную аварию или, что еще хуже, уйти из жизни. Ни в коем случае на стол нельзя класть и подушку, так как с этим предметом человек соприкасается во время сна, когда его биополе больше всего подвержено различному влиянию. Такое действие притянет к подушке негатив, что повлечет за собой неприятные последствия для ее хозяина. Кошмары, страхи будут одолевать его в ночи. Если такое действие сделать после того, как за столом посидит недоброжелатель или ваш завистник, из-за влияния такого разрушительного негатива, хозяин подушки может даже уйти из жизни. Также не должны на столе находиться ножницы в открытом виде, так как они способны разрезать на мелкие кусочки энергетику жилья. Восстановить ее полностью не получится, из-за чего нужно будет постоянно проводить энергетические чистки, так как негатив будет постоянно в нем поселяться. Может дойти до того, что придется съехать. Также такой предмет на столе способен притянуть болезни к членам семьи, испортить между ними отношения. Используйте, друзья, эти знания себе во благо. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео, эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых, друзья, благ. Услышимся уже буквально с вами в следующем видео.